Друзья, внимание! Сейчас каждый узнает себя. И многие в жизни с этим сталкивались. Когда ты познакомился с красивой, симпатичной тебе девушкой, вначале завязалась непринужденная переписка, ты ощущаешь с ее стороны эту взаимность. Все хорошо. Потом произошла встреча. Может быть, 2 или несколько приятных встреч. Ты видишь, что первоначальный интерес к тебе, как к мужчине, он присутствует, он есть. Но как только ты предложил девушке встречаться, как только ты затронул тему серьезных отношений или заговорил о том, чтобы как-то съехаться и жить вместе, ты видишь, что она вдруг резко начала морозиться, охладевать. Ты слышишь от нее такие фразы, как: «Слушай, ты, конечно, классный, мне с тобой хорошо, но ты знаешь, я еще не отошла от предыдущих отношений. Давай не будем торопиться». Или: «У меня сейчас довольно сложный период в жизни, я пока еще не готова». Почему так? Да потому что не нужно самому, да еще и очень быстро добиваться и подсовывать девушке серьезные отношения. Это должна сделать она сама. Нужно просто дать ей эту возможность. Дело в том, что в самой программе женщины уже заложено природой самой подводить мужчину к отношениям. Но лишь тогда, когда она испытывает к тебе определенные эмоции сильные, некую влюбленность, ты являешься некой ценностью, которую необходимо заполучить. И 99% женщин, которых ты встретишь, они нуждаются в этом. Особенно в начале. Они нуждаются в этой интриге. А когда он мне позвонит? А встретимся ли мы на этой неделе или нет? Она хочет этой неопределенности, загадки. Она хочет предвкушать. Она хочет играть в игру, в которой ты обязательно должен победить. Иначе просто неинтересно. И вот именно в тот момент, когда она тебя не понимает, ты для нее закрытая книга, у нее и возникает это желание тебя добиться и упорядочить, как раз-таки с помощью вот этих серьезных отношений. Вон оно как работает. А мужчины у нас часто какие? Вот он с самого начала такой весь хороший, правильный, прозрачный, стабильный, с серьезными намерениями. Ведь он прочитал у нее в анкете, что ей нужны только серьезные отношения. Другое она не рассматривает. А мужчина как мыслит? Логически, да? Если женщине это нужно, значит, я это ей так прямо в лоб и предложу. Он так и говорит: хорошо, вот он я, смотри, какой я хороший, давай встречаться и выходи за меня замуж. Есть еще более грубые ошибки, когда мужчина спрашивает напрямую: а ты моя девушка? Мы же с тобой встречаемся, правильно? У нас же отношения. То есть, по сути, перекладывают всю ответственность на женщину. Понимаете, да? Естественно, после всего этого подсознание девушки как бы говорит ей: нормальный мужчина не может так быстро и рьяно подбивать меня на сближение, на создание серьезных отношений или съехаться и жить вместе. Не может. У него что, других дел нет, что ли? Что-то здесь явно не так. И отсюда, следовательно, появляется у нее вот это отторжение, и она уходит на дистанцию. Втайне про себя, говоря как бы тебе, крича: ну что ты творишь, остановись. Стань, наконец, адекватным мужчиной, к которому я буду хотеть тянуться. Мне это нужно, мне это необходимо. В данной ситуации мужчины еще делятся на 2 типа. Первый – те, кто действительно хотят создать побыстрее крепкую семью, но с такими наивными детскими представлениями, что вот любая девушка подойдет. Нужно просто найти подход. Второй тип – те, кто пытаются как бы подкупить женщину. Умышленно. Смотри, вот все как-то легкомысленно к тебе относятся, несерьезно. А у меня очень
такие ответственные, серьезные намерения по отношению к тебе. Но дело в том, что и то не работает. В первом случае вероятность того, что ты такой весь с чистыми и наивными помыслами о любви встретишь ту, которая реально, прям так же осознанно ищет мужчину для создания семьи, она крайне мала. С большей вероятностью ты встретишь ту, которая ищет эмоции, а она этого подхода совсем не оценит. Во втором варианте, если ты пытаешься подкупить, девушка хорошо почувствует твой обман, фальшь. Сыграть не получится. Она это очень быстро считает. Почему? Да потому что ты форсируешь события. Это неестественно. Нормальный, адекватный мужчина должен соответствовать своему образу. А вообще вот этот второй вариант, в нем нет искренности. На самом-то деле это подлый поступок. Я его не одобряю. Мужчина, который пытается подкупить, по сути, это то же самое, что завоевать, покорить цель. Любой ценой, даже обманом. Это не есть хорошо. Нужно с уважением относиться и к себе, и к девушке. Очень наивно полагать, что когда ты получишь или добьешься это желание, согласие, встречаться, съехаться, выйти замуж, что это будет являться неким гарантом того, что эта женщина теперь принадлежит тебе. Печать поставлена, цель достигнута, можно расслабиться. Нет, так оно не работает. Согласие – это лишь формальность. Даже печать в паспорте. Ведь женщина преимущественно руководствуется эмоциями. Сегодня она сказала «да», через неделю она чувствует по-другому. Поэтому добиваться какого-то статуса, да, по сути, это утопия. В итоге, что мы видим? Мы видим то, что самый быстрый и действенный способ убить весь интерес женщины к себе – это начать добиваться отношений самому, вместо того, чтобы действовать правильно и дать женщине самой спокойно в тебя влюбиться, что сподвигнет ее к этому естественному желанию самой подвести тебя к этому. Итак, какие действия нам нужно сделать? Как действовать правильно в итоге? Нам обязательно нужно принести немного хаоса в наш образ. Что это значит? Это значит не быть предсказуемым. Дать некую неопределенность. То есть, если ты понимаешь, что в какой-то из дней ты дал избытка своего общества или своей инициативы, просто снизь ее. Например, в какой-то момент просто дольше отвечай на сообщения, если до этого ты отвечал прям сразу. Или если ты ежедневно желаешь ей хорошего дня или спокойной ночи, то просто в один из дней не желай ей хорошего дня. А потом, как ни в чем не бывало, вечером напиши. Уже здесь у нее возникнут вот эти мысли, зародятся, а почему он не пожелал мне хорошего дня? Да, то есть уже она будет думать о тебе. Ты уже не будешь понятен. Если ты вдруг весь такой пунктуальный и приходишь навстречу заранее или вовремя, возьми один раз, перенеси встречу в последний момент там, на полчаса или час. Но на встрече общайся дружелюбно. Ты уже вызовешь у нее в этот момент хоть какую-то долю эмоций. Вот это ожидание, оно зарождает мысли о тебе. Если свидание прошло ярко, насыщенно, позитивно, эмоционально, следующие 1, 2, 3 дня не проявляй особой инициативы. Да, не предлагай встретиться. При этом общайся интеллигентно, на позитиве. Большая вероятность того, что она предложит сама встретиться. Потому что в этот момент ты дал ей некий эмоциональный дефицит, потому что ей хочется еще. Я думаю, мысль вы уловили. Стань менее прогнозируемым. Добавь хаоса в свой образ. Позволь все сделать самой. Не обламывай ее. Не нужно пытаться самому затащить быстро девушку в серьезные отношения, съехаться. Женщина, которая на самом деле хочет, которая заинтересована, которая хочет тебя получить,
не понимает тебя, она все сделает для того, чтобы быть вместе. Она пометит территорию своими действиями. Она приготовит тебе борщ, она уберется. Она все сделает для того, чтобы возвращаться к тебе снова и снова. И в итоге остаться с тобой вместе. Не лишай ее этой возможности.